Феминизм. Феминизм уже давно не тот. Прошли времена Клары Цеткин или хотя бы Хейди Ламар, сильных выдающихся личностей, доказывавших, что женщина не только не тварь дрожащая, но и всерьез право имеет. Феминизм был очень крут, пока касался реальной жизни, рабочих мест для женщин, доступа в новые создавшиеся с развитием общества и промышленности профессии, оформлением рабочих и гражданских прав, борьбой с предрассудками, мешавшими этим правам осуществляться. А вот сегодня, в век обязательной по закону равной оплаты труда, с наличием женщин-солдат, космонавтов, ученых и чиновников, с простым и доступным разводом и легальными абортами, феминизм мертв и заметно пованивает. Для чего феминизм, выросший из суфражизма, создавался? Для борьбы с экономическим неравенством и вытекавшим из него неравенством социальным. Базис, надстройка, все как надо. В ходе революционного по всем статьям 20 века базис успешно переформатировали, а за ним и надстройку. Последние десятилетия боролись уже не с лишением женщин прав, а с рудиментами старого менталитета, доставшегося нам от общества земледельцев, крестьян, где женщина выполняла функциональную роль инкубатора для новых работников и заодно бесплатной домработницы. За отсутствием нужды рожать по 10 детей, чтоб не сдохнуть с голоду, и обязанности в 5 утра бежать по морозу босиком за водой до колодца, а также при наличии зарплаты, женщины стали жить лучше, чем когда-либо до того. Но борцуны и борчихи, выросшие в сытные годы побеждающего равенства, достижение целей своего движения видеть отказываются. Теперь они сражаются уже не с реальным неравенством, а совсем подряд, от науки, отрицая разницу в физиологии мужчин и женщин, до искусства, когда несут лютый бред, скажем, про кино. Не так уж давно разгорелся миниатюрный срач вокруг комментария режиссера Джеймса Кэмерона о фильме «Чудо-женщина». Старина Джим сказал, что, дескать, зря феминистки так радостно делают из Дианы Стемаскиры жупел феминизма, а наша обыкновенная красавица в короткой юбке. Мерзкие задроты все равно на нее фапают. Да и вообще, женщина-режиссер была рекламным трюком, а основной профит поимели мужики-продюсеры. То ли дело Сара Коннор, которая не только сиськи показать, но и суровую судьбу человека изобразить смогла в его фильмах. Тетеньке режиссеру «Чудо-женщины» и любителям радостно повизжать о великолепии обычного супергеройского кино из-за наличия вагины в главной роли слова Кэмерона очень не понравились. Разгорелась мелкая медийная свара, на которую я смотрел через фейспалм. Во-первых, Кэмерон по большому счету прав. Никаким культурным прорывом и ярким примером «Чудо-женщина» не является. К текущему году и женщин-героинь, и женщин из комиксов в кино тьма тьмущая. А выбор режиссера Пэтти Дженкинс реально был пиар-ходом. Смотрите, кино со словом «женщина» в названии снимает женщина. Да и подача сильной женщины в самом фильме вполне заурядна и обычна. Да, раньше женщин воспринимали не так, как сейчас, а Диана показала, что женщина тоже человек и может быть героем. А образ женщины связан с любовью и миром, в отличие от образа мужчины-воина. Ну окей, раньше и Wi-Fi не было, а еще у женщин бедра по-другому устроены. Дальше-то что? Так что тут старина Джим прав, но вот его сравнение Дианы с Сарой Коннор редкостного уровня бредятина. Если кто не в курсе, супергероика, как и многие жанры кино, книг, комиксов и вообще творчества, это развитие старой темы идеального, сверхчеловеческого и символического. Мышцы героя-боевика, сыгранного Ван Даммом, или неземная краса роковых женщин в нуаре, или сиятельные красивые супергерои — это то же самое, что Аполлон Микеланджело, образ того, чем человек хотел бы быть. Поэтому Чудо-женщина должна быть красивой, всепобеждающей, мудрой и при этом женственной, как античная богиня,
богиня. В отличие от Сары Коннор, которая хоть и подавалась как символ матери сопротивления, но с самого начала изображалась обычным человеком и может наделяться слабостями и недостатками обычного современного реального человека. У Сары Коннор банально другой символизм. По той же причине Джон Мэтрикс в команда мускулистый двухметровый амбал, в которого ни один враг не попадает в упор, а не ползущий в кустах спецназовец. Это символизм, язык мифа, язык утрирования и гиперболы. Так что в случае Дианы Стемаскиры имеет место не объектификация женщины, а законы жанра и конкретный образ. Человечество любит идеал и стремление к нему, поэтому все попытки идеальное отменить обречены на провал. Рэй, ты ничтожество, и никто тебя не любит. В этом и проблема нынешнего феминизма. Он ищет повод для борьбы и находит его в неподходящих объектах. И Кэмерон, и феминистки в целом на одной стороне. Они спорят о мнимом унижении женщин через обращение внимания на их сексуальность. Только вот фильм на самом деле с этим явлением не борется и не продвигает его. Так что слушать подобные споры все равно, что слушать рассуждения о том, из какого сыра сделана Луна. С той же степенью неадекватности феминистки пытались критиковать «Бегущий по лезвию 2049». Ах ты боже мой, там есть секс с проститутками и голографические соски вайфу Райана Гослинга, которая мало того, что красивая, так еще и ведет себя не так, как должна себя вести сильная независимая женщина. Ублажает его, любит, поддерживает и вообще, фу, как можно так себя вести с мерзкими мужиками? И это при том, что большая часть актерского состава в фильме женская. У Гослинга начальник женщина, а его виртуальная подружка призвана показать, насколько главный герой одинок без настоящего близкого человека, который тебя любит не по нажатию кнопки, а искренне. Да сюжет вообще крутится вокруг способности женщин рожать. Но нет, если в фильме показаны проститутки и продвинутая форма мастурбации, это пропаганда плохого отношения к женщинам. В таких случаях феминизм очень трудно отличить от сект вроде «научи хорошему». Во всем мирском надо искать греховность, чтобы укрепить веру в свою избранность, а особо жестоко наказывать надо других верующих за ересь. Проще говоря, феминизм ищет повод для борьбы ради поддержания и оправдания собственного существования. Причем ищет именно среди тех, кто заранее даст слабину. Слыхали про скандал с продюсером Харви Вайнштейном? Я лично рад, что его гонят и насмехаются. Я давно испытываю к этой сволочи яростную антипатию. Никогда не прощу вам с братом саботаж фильма «Ворон. Город ангелов». Вот уж где, казалось бы, триумф феминизма, и статус жертвы у женщин, и сексятинка, и возмездие, и всеобщее порицание. Только вот беда, пока Вайнштейна с братом не решили задавить в ходе рыночной борьбы, все ныне рубящие правду матку актрисы и клеймящие позором актеры молчали как рыба об лед, пока через постель Вайнштейна стройными рядами маршировали старлетки, а иные и вовсе любили сами пошалить. О, господи, опять. Ни хрена, я не приводил шлюх сегодня. Ха! А как насчет того, что любимчик феминисток Джосс Уидон, похоже, перетрахал всю женскую половину сериала «Баффи. Истребительница вампиров», ездя девчонкам по ушам своим феминизмом? Про это тоже молчат, несмотря на признание бывшей жены. Почему так? Да потому что нынешние феминистки не могут и не хотят бороться с настоящей несправедливостью. Ведь настоящий угнетатель всегда силен и больно бьет в ответ и админресурсом, и связями, и деньгами, и даже физическим воздействием. А вот когда тебя науськали политики, конкуренты или еще кто-то, когда тебя в случае чего поддержит большинство и тебе помогут СМИ, тогда совсем другое дело.
Эти простые примеры из мира кино дают понять, что нынешний феминизм основан на невежестве, лицемерии и трусости. Феминизм сегодня – это явление, обслуживающее самое себя и существующее ради того, чтобы адепты могли выставлять себя борцами за правду, угнетенными жертвами и просто кем-то, кто умнее неразвитого сексистского быдла. А знаете, кому от этой борьбы ни жарко, ни холодно? Женщинам. Особенно тем, про которых феминистки развитых стран по большей части молчат. Например, женщинам из мусульманских теократий, которым бы смертной казни за то, что кто-то их изнасиловал, избежать, а не требовать запрета голографических сисек кубинской няши Анны де Армас. Но ладно, ислам и отсталость теократии. В нашем-то обществе разве не логичнее было бы рассматривать ту же вайфу из «Бегущего» как предмет разговора об отчуждении, одиночестве, о мешающих гармонии мужских ожиданиях и женских стереотипах о мужчинах? Конечно нет, надо разоблачать сексизм и орать, что все мужики хотят сделать женщин рабынями, а потом удивляться, откуда взялось столько сидящих в шкафу девственников из пабликов типа «Мужского государства». Вместо попыток натянуть сову современности на глобус феминизма, надо признать один простой факт. Как минимум в нашем обществе проблему равенства полов пора заменить проблемой порядочности партнеров. Вместо поисков угнетения в подмышках чудо-женщины надо заняться культивированием взаимопонимания, взаимоуважения и взаимной ответственности, при этом не отменяя личных свобод. Иначе так и будут членомрази со шкурами воевать. Такие вот дела.